Так, что у нас здесь? Всем привет, на связи Mindset Fun, и мы продолжаем проходить Atomic Heart Узник Лимба. Как ты помнишь, в прошлой серии мы победили первого босса Колобка. Сейчас мы продолжаем идти дальше. И как ты, наверное, заметил, что почему-то у меня количество яблок и количество монет у меня отличается с прошлой серии. Но объясню это тем, что когда я загрузил сейчас сейф, у меня выдало ошибку, пришлось заново сюда бежать, на место, где мы остановились. Ну, сейчас, в общем, идем дальше. По сюжету, выбираться из Лимба, хотя мы это все DLC, наверное, будем делать. Ну и... Извиняюсь, что долго не было видео на протяжении 10 дней. Были где-то, да, где-то 10-11 дней, насколько я помню. Были некоторые делишки, и вот я их сейчас уже порешал, и сейчас постараюсь ежедневно радовать вас новым контентом. Да, знаю, Кать, знаю. Так, стой. А, серьезно? Ладно. Вне серии я, кстати, побегал-попрыгал и понял, как правильно тут скользить, паркурить. Чтобы делать прям высоко-высоко прыжок, надо сделать камеру выше. Когда платформа кончается, допустим, вот так вот делаем, и все. Мы делаем большой-большой-большой прыжок. Все, отлично. Так, ну идем дальше. Но честно, мне вот от оригинала Atomic Heart вот этот DLC не особо нравится. Вот тут чисто бегать, прыгать, это классно, весело, но я любитель больше пострелять, поубивать, но паркурить мне не особо вот. Ну ладно, может быть, дальше что-то будет интересное. Отлично прошел дистанцию, пионер Нечаев. Спасибо, Кать, спасибо. Здорово. Так, давай потратим монеты. 12 штук, да? Ну давай купим вот это. Есть контакт. Так, купим звездочку. Я не знаю, это скин или что. Ну давай купим. Допустим, ладно. И на последние 3 монеты я куплю вот это. Я не знаю, это может быть что-то вообще просто обычные скины, но давай просто покупать. Почему бы и нет? Если есть монеты, можно что-то себе позволить. Так, осталось купить вот эти 3 пушки, но это потом, когда накопим монеты. Так, ну окей, ясно, понятно, все, идем дальше. Идем дальше. Тут, по идее, должна летать еще одна монетка. Нет, я не прав. Я был не прав. А, все? Мы дистанцию прошли? Можем отсюда выбираться? Вот он, выход. Погнали. Альфа, удалось! Что удалось? О! П3 заговорил, неужели? Так, фу, ебучие пироги. 2 момента. Я все вспомнил, и я не родной. Бучи пира... Что? Белесна? Мы признаем, что мы оба чудовища, созданные в лабораториях предприятия 3826. Мы нужны друг другу, но нас уже нет 3 года как. Да как ты? Тебе может подольше тут побыть, да получше все вспомнить? Чего? Просто факты. Поняла. Но мы же идем наверх. Наверное. Лимба, правда? Ведь правда? Но выбраться из лимба нам в любом случае нужно. Подожди секундочку. Дай-ка подумать. Почему 3 года? П3 же до этого спокойно бегал, жил. И все, пытался вспомнить Катю. Точнее, он не помнил вообще ничего. Сейчас, я так понимаю, он что-то помнит о ней. Ладно, идем дальше по сюжету. Может быть, дальше нам что-то про это расскажут. Так, нам куда? Нам куда? Сюда, что ли? Наверное, да. Не, ну это интересно. Что за место? Лимбануться можно. Лимбануться. Отсюда. Найди меня и кольца, ладно?
А Да, такой план. Ты прости, я просто отвык от всех этих муси-пуси и прочих нежностей. Да? Тогда значит так. Собрался и шуруй на выход, понял? другое дело. Ну хорошо. Лимбануться это смешно. Лимбануться это смешно. Так, по поводу кольц. Он же их выкинул в реку. Как они могут оказаться вообще в лимбо? На секундочку. Можно мне пояснительную бригаду? Они переносят наши тела в исследовательский блок в кабинете академика Сеченова. Что-то у них идет не так. В смысле? Патрижи пошел в отпуск. Его поймали? Над ним эксперименты решили сделать? С той серии, может быть, какие-то мелочи забыл, но тем не менее. Я что-то немножко не понимаю. Это продолжение с какого момента DLC начинается? Там нет? Я же застрелил его. Клянусь, я не собирался, но... Застрелил Сеченинова. Подожди. Это в плохой же концовке. Технически стрелял ты, но практически это был Харитон Родионович. Ну да, раз. Твою мать, Храс. Да, так корректнее. Ты, вероятно, уже не видел, но Храс захватил контроль над массивом, человеком-желе. Хотя убивать Дмитрия Сергеевича лично было для него роковой ошибкой. Почему? Тварь убила его? Технически, да. Только мы уже знаем, что все, к чему прикасается массив, становится его частью. Или я еще не говорила, а? Катя! Эй! Да сломай эту штуку, боже. Я застрял. Все, я выбрался, отлично. Я тут ничего не пропустил? Записок никаких нету? Нету. Ладно, идем. Вот чем я больше сейчас прохожу, тем больше у меня пока что... Тем больше у меня появляются вопросов. Я немножко вот запутался. Я постепенно вспоминаю основную сюжетку, чем что закончилось. Первый DLC. Но во втором DLC меня начали больше и больше запутывать. Так, давай сюда. Отлично. О, ой, вы чё, мужики? Подожди. Спокойно. Что, все? Спокойно. Спокойно. Вроде бы все. Так, идем дальше. Что тут у нас? Тут у нас ничего интересного. Окей, допустим. Это DLC такое лайтовое. Чисто можно на расслабоне его пройти, но... В этом DLC нас очень много запутывают в некоторых моментах. Я про сюжет говорю. Я надеюсь, нам в конце концов все расскажут тут более детально. Допустим, откуда тут в Лимбо, допустим, кольца. То, что нас тут обманывали до этого, Баба Зина и остальные, это понятно. Это и по сюжету было ясно, что они хотели нами воспользоваться. Все. Так, нам туда? Правильно же? Поскольку теперь мы лезем вверх, твоя память будет возвращаться все быстрее. А, да? Можешь даже находить ее осколки. Интересно. Как их отыскать? Ищи ракушки. Это то же самое, что щебетари. Прислоняешь ее к уху, а там море поет. В Серьезно? общем, не знаю, это твое восприятие мира, не мое. А вот, похоже, и первый осколок памяти. Ну-ка. Похоже, такой чудной. Давай слушать. Чертов единорог, чуть жену не раздавил, зараза. Ах ты ж... Ты что, заснула? Чего стоишь как вкопанная? Он же тебя не видит, ты у него под ногой. Я не знаю, потерялась на секунду. Что
случилось? Твою-то мать! Укрытие! Бегом! Мастифам открыть огонь! Отряд избегать прямой видимости! Блесна! Что с ним? Без сознания! Держись, родной, держись! Блесна! Назад! Тащи его в другую сторону! Робот ищет тебя! Каракуртов на перехват! Живо! Это как раз, походу, запись с того момента, когда они почти погибли. Забыл, где они там были, как эта локация называлась. Так, по-моему, тут должно быть все подписано, насколько я понимаю. Это я слушал? По-моему, да, это я слушал. Внезапно. Надо было немножко отойти. Так, продолжаем. Ну, как я понял, эта запись была с последних секунд или, наверное, минут жизни П3, когда они были в Болгарии. Так, прыжок, прыжок. Отлично. Но пока все равно что-то мне не ясно. Ну ладно, разберемся по ходу сюжета. Сейчас мы будем чаще находить такие воспоминания, и нам что-то будут объяснять все это дело. Но пока ракушек я не вижу никаких. Так, давай сюда, давай сюда. Прыжок, прыжок и... прыжок. О, отлично. Так, и подожди, там что-то можно было подобрать. Солдаты пытаются понять, что Там, по-моему, ракушка была. тело Сеченова, конечно же, не нашли. Уверена, что скоро все будет нормально. Дмитрий Сергеевич не даст этому Хразу победить. Ладно. Только не в собственном массиве. И уж тем более не в Лимбо. Так, подожди. Дмитрий Сергеевич, он же жив по хорошей концовке. Или мы сейчас идем, типа, с плохой концовки? И, типа, получается, Дмитрий Сергеевич жив, судя по диалогу между нашей подругой. Так, давай сюда. Нет, не сюда. Давай выше. Давай, 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 П3. Так, а теперь надо как-то, наверное, вот так вот сделать. И раз. Понятно, допустим. Попытка номер 2. Давай, 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 П3. Так, готов? Готов? И прыжок. Отлично. Прыжок. Отлично. Еще. И нам сюда. Отлично. Если тело Сеченова поглотил человек-желе, значит Дмитрий Сергеевич тоже где-то здесь? Скорее всего. Но теперь академику будет легче сюда попадать. В смысле? В Лимбо через волны моих маяков. Но теперь ему посредник не нужен. И скоро он обратит на нас свой взор, когда разберется с Хразом. А он прямо разберется. Сейчас вспомнил. Он разговаривал со мной в Лимбо. Мол, ты... Да, 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 было. Свой клинок знаний в висок капиталистической бюрократии. Билиберда какая. Билиберда? Вряд ли. Ты, конечно, тот еще воин науки со своими пирогами. Но у Дмитрия Сергеевича никогда не бывает просто так. Но я постараюсь материться поменьше. Было бы здорово, Нечаев. Так он начал материться во время операции, там кто-то сказал ебучие пироги, и он это слово запомнил. Стал это слово постоянно использовать в своей лексике. Так, там записка, я смотрю, давай послушаем. Так, автопилот. И, кстати, да, Дмитрий Сергеевич, получается, имеет пропуск в Лимбо. Только как, мне интересно. Не сомневайся. Как ученый, Сеченов сделал для тебя все, что мог. А вот как человек совершенно не заметил твоего душевного изменения. Волшебника удивили паттерны твоего нового поведения. Но что он мог поделать?
Ты был жив и здоров, хоть тебя и заставили забыть обо мне. Знаешь, нейробиологи бьются над этой загадкой уже многие годы, а баланс между разумом и животными инстинктами так и не определен. Но у нас есть Лимба! Красочный путеводитель по чертогам разума Сергея Нечаева. Правда, надеяться будем на автопилот. Точно! Технически с тобой произошел случай, известный как дело Финиаса Гейджа. Это было в 1848 году в Вермонте. Гейджу ломом пробило череп насквозь. Он выжил, однако его личность изменилась. Мужчина стал ругаться матом, начал играть в орлянку. Шучу. До случая его знали как порядочного и надежного человека. Но после он стал импульсивным и неуправляемым, сквернословил, был непочтительным. Никого не напоминает? Нас? Чуть-чуть. И надеюсь, что этот автопилот приведет нас еще к одному любопытному обстоятельству. Воин науки? Серьезно? Академик так и сказал? Понимаешь, я-то для него скорее кинокамера, чем анализатор. Я научилась определять здесь что-то базовое, но расшифровать этот мир мне не под силу. К тому же меня будто что-то ограничивает. Вот поэтому и нужны бета-коннекторы. Но воин науки еще и в капиталистический висок. В Лимбо все не буквально, но что же Дмитрий Сергеевич имел в виду? Где и когда он тебя в таком качестве увидел? Так, понятно все с этим. Но пока что все же не до конца все ясно. Хоть и постепенно нам все рассказывают, объясняют, но надеюсь, в ближайшее время мы все поймем. Так, допустим. О, здорово. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Пацаны. Допустим. По одному подходим, пацаны. Готов. Еще. Еще. Где еще? -1, -2. Последние остались. Так, допустим. Ему нравится. По-любому. Все? Зачистили? Ой, отлично. Так, нам выше или куда? А нам куда? А, нам сюда. Это я взял. Допустим. Ой, отлично. Спасибо. Идем дальше. Нам вперед. 1, 2, 3. Блин, облака не имеют физического... Ладно, понял. На облака не прыгаем больше. 1, 2 и 3. Так, по идее, нам сейчас вон в ту сторону, да? Тут делать, по идее, нечего. А, ну там золотая монета. А, нет, там нету золотой монеты. Просто уходим отсюда. Давай сюда. 1, 2. И прыгаем вниз. Отлично. Отлично. Ой, замечательно. Так, дальше куда? Стой, а куда дальше? А, понял. Так, был сейф. Сколько яблок, ты посмотри. Я сейчас видел собаку. Его кошка явно 1, следит за нами.
Это же был Храс только что. Он в Лимбо тоже, получается? Правильнее сказать, что скорее разум и память Харитона Родионовича все эти годы были в заложниках у Храза. И это еще вопрос, с кем именно общался Дмитрий Сергеевич все эти годы. Монопенисуально. Я не про это спросил. Чего? Да не один ли хер, Кать? Что Храс, что Сеченов. Они же просто манипулируют людьми. Ты меня не слушал или я еще не говорила? Нет, Дмитрий Сергеевич спас нас. Это просто Спас. новая грань науки, то, почему мы с тобой живы. И себя я чудовищем не считаю. Тебя тоже. Но вот ту часть мозга, которая тебе заменяет нейрополимер, надо бы уже чем-то наполнить. Вот завелась. Ха. Ладно, согласен. Мало знаю, не все помню. Поговорим, когда вылезу отсюда. Идет? Идет. Не, ну смотри, Дмитрий Сергеевич, да, его спас. То есть он не враг для нас. В основном нами манипулировали вот как раз таки это Храс и Баба Зина. А Дмитрий Сергеевич, он наоборот там помогал. Дмитрий Сергеевич не успевал за нами следить. Что вытворял Храс, что вытворял Баба Зина. Так, готово. Прыжок. Потому что так бы мы погибли. Да, немножко с небольшими изменениями мы вернулись к жизни. Но тем не менее, Дмитрий Сергеевич нас спас. Единственное, да, то, что Дмитрий Сергеевич... Сейчас, секунду. Готово. Единственное, да, Дмитрий Сергеевич не сказал нам всю правду. Стер память и про это умолчал. А потом все же П3 узнал про это и как бы был зол на него. Так, окей, допустим. Тут монеток нету? 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 Нету. Ладно, идем дальше. Ой, подожди. Ясно. Так, раз. Подожди. Я возьму же. Иди сюда. А, это обычная пустышка. Допустим. А куда? Подожди. Допустим. Бежим. Тут обычные ловушки, правда. Самые простые. Я легко их обхожу просто. Так, это еще один сейф. Отлично. Альфа, ты продолжаешь побеждать, но скоро тебе придется встретиться с самым сложным соперником. С кем? Ну, один соперник это, наверное, Харитон. Раз. Подожди, а как? Секунду. А. Допустим. Допустим. А дальше куда? Секундочку. А как дальше? А, все, понял. Допустим. Один. Ждем. 2, 3. Потом сюда. Отлично. Итак, давай быстренько. 1, 2,
3. Еще раз. Раз, два. Слушай, попрыгуня стрекоза. В чем я победил? Почему стрекоза? Просто карабкаюсь уступ за уступом. И что за соперник? Я не слышала Да, этого объясни. много лет. Это хороший подход к делу. Просто карабкаться шаг за шагом. Но ты лезешь не физически. Твой разум возвращается в первоначальное состояние. В детское? Не надо, да? Я был глупый, упрям. Это определенно прослеживается до сих пор. Да не в детское. Я постараюсь открыть проход раньше, чем ты начнешь огукать и просить сиську. Дерзкая. Мне даже нравится. А то родной. С кем придется столкнуться-то? С самим собой, как я и говорила. В смысле? С самим собой? Ну, то есть мы постепенно вспоминаем. То есть, поскольку модуля восход уже у нас нету, мы постепенно сейчас будем вспоминать Не на то рассчитан. то, что было удалено из памяти P3. Ну, это хорошо, это интересно даже. Что, допустим, нам не рассказали в основном сюжете. Ходим дальше, прямо. Узнаем всю историю P3. Так, куда дальше? Куда мы идем дальше? Так, что у нас по времени? По времени у нас все замечательно. Это плюс монетка. Спасибо. О, записка. Маска и лицо. Ты вот не шутки шути, а подумай. Там был целый таз с черной жидкостью, которую зарядили информацией разума мертвых преступников. Так пытались создать самый первый массив, вместилище человеческого сознания. И Харитон Родионович туда упал. Сам. Или это жижа его затянула. Это не так важно. Ну да, это в сюжете мы Важно поняли. понять, чью именно личность обрел массив, когда это произошло. И мне хочется верить, что добро всегда побеждает. Но ведь это же тоже процесс не быстрый. Так что да, технически с неразделенной любви все и началось. Если бы товарищ первый заместитель не гонялся за чужой юбкой, Петров бы не устроил взлом системы, и запуск коллектива прошел бы гладко. Впрочем, если подумать, тогда на предприятие не прислали бы тебя. Храс и без тебя бы дождался момента и захватил человека-желе. Ну да. А вот сознание Сеченова могло и не попасть в массив. Но теперь есть ты и я. Мы даже могли бы помочь академику. Но в любом случае, сначала надо найти кольца. Я вот только не пойму, как мы найдем в Лимбо кольца. Я надеюсь, это будет как-то более ясно нам рассказано, как они попали вообще в Лимбо. Потому что мы их выкинули в океан, в реку. Не помню, куда именно. Но точно не в Лимбо. Вообще, если человек жалеет и массив для сознания людей, подключенных к коллективу, то раз уж мы в Лимбо, логично спросить, есть ли что-то похожее для подсознания? И как оно будет выглядеть? Может, еще и поэтому академик рвется в космос? Ведь объемы информации подсознательного всех людей, подключенных к коллективу, будут поистине невероятны. Может, ему нужна не космическая физика, а космические пространства? Так, ну ясно. Все ясно. Катя, идем дальше. Я надеюсь, нам более ясно расскажут, как, допустим, тут мы найдем кольца. Так, теперь мы идем куда? Ну, по идее, вон туда. Погнали. А это что у нас? Это у нас ничего. Подожди. Еще раз. Подожди. Ой, отлично. Давай выше. Все, выше и выше. Давай.
И прыжок, отлично. Это был сейв. Опять паркурим. Музыка, кстати, классная. Вначале не особо мне она понравилась, а тут уже такая более крутая, что ли. Как бабзина-то может проникать сюда? Да, как? Копию данных Дмитрия Сергеевича. Ей удалось выудить очень многое. Она Да ну. начальник связи. Серьезно? Так она и про атомное сердце знает. Тебе лучше сосредоточиться Ну на да. том, что ждет впереди. По идее, знает. Так, внутренние тени. Ну, не только с собой, конечно. Как я и говорила, помимо тех существ, с которыми тебе уже приходится сражаться, тут появились и новые персонажи, которые, возможно, ищут тебя. Немного предыстории, ладно? Давай. Когда при смерти на операционном столе мое сознание погрузилось в лимбо, Дмитрий Сергеевич понял, что это не только состояние мозга, но и целый новый мир. Да? Он использовал пленных преступников из Болгарии, чтобы зафиксировать мое положение маяками полимерного излучения. Подонок, который подорвал нас, вернее то, что от него осталось, тоже участвовал в экспериментах. Академик не видел, как это выглядело, но чтобы установить маяки, он рвал в клочья их сознание. И кто знает, что могло остаться. Плюс берем в расчет твое подсознание, твои страхи, стыд, чувство вины. Словом, это может быть любая форма. Ясно одно – это последний рубеж, который тебе предстоит преодолеть, прежде чем ты вновь станешь самим собой. Я, кстати, давно ракушки не находил, потому что это тоже часть воспоминаний. Но, может, пока не попадались, либо я мог пропустить их. Надеюсь, что нет. Есть подозрение, что Харитон Родионович тоже догадывался о чем-то подобном, когда еще был жив. По сути, он изобрел восход как механическую альтернативу Ну да. модулю «Искра», который позволяет составу Аргентума оперировать перчаткой. А еще регулирует эмоции солдат во время боя. Но у восхода есть и скрытая функция – инжектор дофамина, которая нужна для поддержания бойца в совсем уж критических ситуациях, переводя его в режим берсерка. Дмитрий Сергеевич, конечно, был в курсе этого и не хотел устанавливать восход тебе, но иного выхода не оставалось. Когда часть твоего мозга выбила из головы, ты оказался невменяем, и тебе требовался подавитель эмоций, а полимерная искра не приживалась. Не думаю, что на тот момент создания восхода академик задумывался о лимбо, а вот Харитон Родионович, пусть даже не зная точно, догадывался об этом мире. Иначе Храс не воспользовался бы тобой там, на ВДНХ. Раз все продумал, до мелочей прям. Как я и говорила, здесь каждая точка имеет множество различных продолжений. Понимая, откуда считать, можно чертить розу ветров событий и разобраться, каким путем идти в реальности. Я так себе это представляю. Правда, никаких порталов здесь нет. Прыгать по мультивселенным не получится, но можно подсмотреть и просчитать. А, например, что было бы, если бы ты не пришел к Сеченову на Челомее, а отправился бы запивать свое горе, ну или попал бы в какой-то другой комплекс? Говорят, в Менделееве подают отличные напитки. Когда все уляжется, надо будет отдохнуть в гостинице «Легкая» при комплексе. Надо будет, Кать. Так, ладно, допустим, идем дальше. Спасибо. Вы приобрели новый навык Кабан. Ваше здоровье увеличено. Спасибо. Чисто небольшие такие испытания. Итак. Немножко недолет. Ладно, допустим. Еще прыжок. Еще. И... Раз. Отлично. Безопасное место. А что потом? Память резко вернется к тебе. Да? Стыд за то, чего ты не помнишь. Страх перед последствиями. Тебе предстоит справиться с этими эмоциями. Ну окей. Это даже полезно. Для профилактики. Хоть и не всегда приятно. Взрослые люди с таким сталкиваются. Время от времени. Ты меня как в школу собираешь. Выберешься и окажешься на Челомее. Мы сейчас рядом друг с другом. На Челомее? По ситуации. Главное найти кольца. То есть мы сейчас выбираемся полностью из лимба? Я серьезно, Сереж.
Договор? Да договор, договор. Даже вспомнил, какая ты красивая, когда злишься. Я сейчас ругаться буду. Кать, договор. Последнее только скажу. Прости меня. Там в Болгарии. Это я должен был вытащить тебя. Живой. А не Кузнецов. И не 2 трупа. Это да. Ну ладно. Все нормально, Петри. Все нормально. Так, что по времени? А, еще нормально. Зачистка. Ну погнали. Кого убиваем? О! О! Вот он трек из трейлера. Погнали. Это, кстати, одна из таких популярных ютуберш исполняет ремикс. Юга. Давайте, давайте, пацаны, подходим. Давайте, давайте, давайте. Трек охуенный. Не найду никогда. Давай, давайте, пацаны. Вот побольше вот таких моментов в игре. Вот эти моменты, боевки, делают Atomic Heart офигенным. Давайте, давайте, парни. Давай, давай, давай. О, здоровяк, здорово. Давай, 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 давай. Последний. Что, все? Все, песня закончилась. Ну ладно. Сережа. Альфа. Прощаю. Прощаешь? Спасибо. Че, все, выход? Погнали. Пойдешь на превью? А то мне некого на превьюшку взять. Давай, пойдешь, если что. Спасибо. Ну, погнали. О, привет. О, привет. Помнишь? Да-да, помню. Так, тут мы были вроде, да? Тут мы были. А дальше куда? Гусь, пошли. Но музыка офигенная, она исполнила. Это кто? О, это я? Гусь, здорово. Отвяжись, отвяжись! Чего? Чего? Чё? Подожди, что? Почему? Олицетворение твоих страхов и стыда меня просто обескураживает. А почему он гуся боится? Стой, секунду, почему? Ой. Ш- Блин, подожди, давай заново. Стой. Стой. Почему он гуся боится? Кто это вообще-то? Кто это такой? Так, допустим. Ну и мирок у тебя тут, Петри. Твой мозг такой слабый, что даже... А как вообще гусь сюда попал? Отвяжись, отвяжись! Считай, твое очко уже в зрительном... Бля, гусь, ты офигенный. Я полагала, что будет тяжело, но это просто как-то неправильно.
Почему? Ну, окей. На спину его! А, стой, я понял. А почему? Ни совести. А, все, я понял. Я немножко в управлении разбираюсь, как за этого гуся управлять. Так, это, если что, присесть. Пробел это прыжок, это понятно. Так. Так, можно это скипнуть? Скип. Да я понял. Все, погнали. Я гусь, за тебя я доебусь. Петри, твой мозг такой слабый, что даже реализм не выводит. Отвяжись! Так, все, погнали. 2, гусь заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в сортире. 5, 6. Гусь пришел тебя съесть. Серьезно? Я чего-то о тебе не знаю? Ну, видать, Кать. Пожалуй, это мне самому Ой. птичку жалко. Птичку жалко. Так, допустим. Что, будет еще что-нибудь интересное от гуся? Давай, пиздани что-нибудь. Не усугубляй ситуацию. Это я только начал. Так, допустим. Отлично. Сережка вместе. Стальные жопы — это у вас семейные? Я не знаю, гусь. Так. Ну, П3, стой, П3. Пожалуй, это мне самому пригодится. Ты что, ебабо? Что, Шпунь, не любишь? А? Так, допустим. Стой, П3, стой. Ну, прикольно. Ну все, попался? Вот тут посложнее, тихо. П3, стой. Нравится бегать от него? Да, он, видать, нравится. Тихо, не падаем, ни в коем случае. Ух ты. Ни совести. Тихо. Стой, П3, ну остановись ты. Давай, скорее в стаю. Бля, да ты издеваешься. Ну ладно, у меня еще 6 гусей. Итак, прыжок, допустим. Прыжок. Еще. Отлично. Спиздил и ушел, называется нашел. Нашли Не помню, откуда эта фраза. на 20 минут. Тихо, спокойно. Не приунывай. Братишка, видишь, впереди уборщик бежит. Мы в него не усугубляй ситуацию. Как корова на льду. Ну то, что за гуся нам дали поиграть, это клево. Какое-то разнообразие появилось. А то чисто П3. Ой, тихо. Вот так вот, допустим. А мы так долго будем бегать за ним? Не усугубляй. Да ёшкин кот, давай. Угала. Так, допустим. Ты не один, Сережа. Ты ноль. Ну остановись, П3. Чё ты его боишься? Вот реально. И вообще, почему он его боится? Причем тут гусь?
Я гусь, тебя и доебусь, это понятно. Но все же. Так, это сейф. Тихо. Так, у нас тут уже время заканчивается, так что думаю, вот с этого места мы сразу же продолжим в следующей серии. 2 серии подряд запишу. А пока что ссылочка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать, ссылочки на социальные сети, ВКонтакте, Телеграм, Твич, все будет в описании под видео. Все, всем до скорого, все, пока, увидимся уже с вами в следующей серии.